Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что прояснится, что откроется в ноябре 2024 года? Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь искренне, что мы с вами проведем приятное время или какие-то подсказки вы для себя все равно получите. Я вам благодарна, очень признательна за ваши комментарии. Особенно, когда вы описываете, какие-то небольшие детали своей жизни. Я тогда понимаю, что, да, где-то на самом деле эти видео вам помогают сориентироваться по некоторым вопросам. Пусть это тот вопрос, который беспокоит вот лично вас. Не секрет ведь, когда мы смотрим расклады, прогнозы, каждый из нас думает о чем-то своем, перекладывает ситуацию. Поэтому часто даже общий прогноз служит, как минимум, хорошей подсказкой предусмотреть, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Поэтому, мои дорогие, буду благодарна и дальше за ваши отклики, за ваши искренние комментарии. Мы же идем вперед, давайте узнаем, правда, планетарный период всей осени, и ноябрь, пожалуй, самый кульминационный месяц, потому что завершает свой последний транзит в знаке Козерога Плутон и перейдет 20 числа, уже с 20-го он будет в знаке зодиака Водолей. Новая парадигма жизни. И нам в этот осенний период, должна сказать, и до конца года, с заходом на январь, будет еще подобная ситуация дежавю, может быть, особенно для вас. Почему? В знаке зодиака Телец находится Уран, и до конца января он в ретро-движении. Поэтому вот могут нам высшие силы вернуть ту или иную ситуацию, но знайте, если кто-то или что-то возвращается в вашу жизнь, значит, и либо последний аккорд вы в чем-то должны поставить, может быть, пересмотреть какой-то документ, или человек возвращается, и значит, в какой-то новой концепции можно построить с ним все равно отношения. Итак, с чем вы успели проститься, возможно, или от чего-то отказаться, а оно возвращается. В каком деле вы поставили точку, оказалось запятая или многоточие? Какая правда вам откроется? И что в связи с этим вам нужно знать? Что будет меняться, мои дорогие? Может быть, это внешние какие-то события, обстоятельства. И как это изменит вашу жизнь? Знаки судьбы, что вам хотят сказать высшие силы? Какие возможности перед вами откроются? И мы достанем карту совет. В чем же вы, мои дорогие, уже решили от чего-то отказаться? Семерка жезлов. И ведь правда, у кого-то даже может быть ситуация по части личной жизни. Я допускаю у кого-то и разводы. И остались еще ряд нерешенных вопросов. У кого-то имущество, у кого-то дети, у кого-то деньги. Или когда вы понимаете, есть еще какая-то взаимосвязь, когда мы не поставили в наших отношениях точку или не все точки расставили. Вот есть такой момент. Может быть, и встречаться не хочется, и говорить на какую-то тему не хочется. Но так вот умом рационально вы понимаете, да нет. В некоторых пунктах, скорее всего, придется. По этой карте добро свое люди спасают, вокруг наводнения, думают в первую очередь о себе. И хотя семерка жезлов часто означает те энергии, когда на нас воздействуют, или нас пытаются к чему-то склонить, уговорить, какую-то свою идею продвигают. Но, тем не менее, даже так, если происходит, то все равно занимаемся мы своими делами. То есть мы какую-то свою прерогативу интересов преследуем, не отвлекаясь на дела второстепенные. Поэтому, чтобы не вернулось, я могу предположить для вас, правда, может быть, это будет банально в пересмотре документа, и мы можем осенью пересматривать соглашения, контракты, брачные контракты. Поэтому здесь самая разная палитра. У кого-то работа, у кого-то личная жизнь. Или какой-то пункт вашей жизни, когда вы, с приставкой «пере» можете переделать и как-то улучшить свою ситуацию.
Хорошо, давайте мы с вами узнаем, в чем вы вообще поставили точку. Вышло многоточие. У кого-то это по части конкретного человека. Король жезлов, харизматичный лидер. Кроме того, это может означать люди, рожденные под знаком зодиака, стихии огня. Овен, лев, стрелец. Ну, возможно, и имеют асцендент. Или харизма человека такова, что он где-то любит давать советы, потому что у нас не движется король жезлов. Он как раз руководит. Он вдохновлять, как бы призван кого-то, но с его стороны действий особых нет. И на заднем плане люди работают, а наш король сидит, мои дорогие девы. Вот как-то так. И опять же, может быть, это те советы постороннего, которые вы в изрядном количестве получили. И тогда вы думали, вы уже простились с этим человеком, и я больше не видеть, не слышать не буду. Человек вернется. Может быть, с новой концепцией видения жизни или с какими-то советами. Но, наверное, у каждого по-своему. Возможно, и новое предложение или возобновление отношений самих по себе. Но жезлы – это у нас дела, работа, бизнес, деньги. Значит, по работе какие-то вопросы могут вернуться. Могут вернуться к пересмотру документы. К примеру, у кого-то налоговая или когда вы что-то согласовывали в высоких инстанциях. Все же карта говорит о том, что статус может иметь человек, и есть какое-то дело, когда вы, для вас, для вашего интереса будет важно внести какие-то коррективы, но есть то определенно, что вам вернется. Может быть и личная жизнь, и тогда вы больше будете нацелены на то, чтобы для себя какую-то ситуацию улучшить. Давайте мы проясним, раскроем, о чем нам хотят сказать карты, чего это может касаться или каких взаимоотношений. У кого-то семья, личная история. У кого-то по девятке чаш и деньги. У кого-то, может быть, вопросы наследства, кстати. И здесь у кого сколько, да, вот спасают люди добро. И может буквально какая-то пропорция, процент. Прежде не договорились. Вот здесь вы будете что-то обсуждать. Так или иначе, по этой карте, как будто вы должны получить очень хороший результат. Да, в этой колоде карт это карта, когда в первую очередь достаток есть. Поэтому по части денег вы можете провести важные собеседование, соглашение, или пусть это будет касаться вашего дома, вашей семьи или с вашими родственниками взаимодействия. Конечный пункт все равно можно свести к финансам или какой-то денежной составляющей. Может быть, это и по части работы. Может быть, мои дорогие, кто-то из вас занимается тем, что гонорар за проделанную работу вы не получили вовремя, и для вас сложно что-то, как был период, вам приходилось доказывать, готовить дополнительные документы. Где-то вы уже, наверное, поставили точку, разочаровались и думали, что не получится какое-то дело осуществить. Вот к вам может вернуться даже то, что вы уже словно отпустили. Но с какой-то концепцией вы как раз можете завершить более чем во благо самим себе. В других колодах я называю эту карту эгоиста. Здесь нам совсем не об этом карты говорят. Но у нас выпадает король жезлов. Мы сказали харизматичный лидер. То есть вы где-то пройти заново дежавю с человеком, который идет, правда, на своей волне и может настаивать на чем-то. Но тогда, скорее всего, если даже человек возвращается, значит, есть у него какой-то интерес. И это означает для вас, мои дорогие девы, какой-то маневр. Пусть он эгоист, пусть он на своей волне, но и вы как раз в более чем приятных таких для себя положительных энергиях, когда согласовать что-то можете. Король чаш, опять же, личная жизнь или вопросы денег. У кого-то конкретно родственники, партнерские отношения в браке или партнерские отношения сами по себе с тем человеком, с которым у вас были взаимоотношения, какие-то контакты, либо не договорились, либо обстоятельства так сложились, что-то вы для себя в плюс, даже по части личной жизни, можете как раз и совершить. Что же это еще?
Ну, точку вы уже точно поставите. 13-й аркан, трансформация. Надеюсь, все правильно понимают эту карту. Смерть — это не о смерти. Это нам говорят о том, что какая-то история закончилась. Или она завершается окончательно. И последний штрих вы как будто должны нанести. У вас есть возможность, мои дорогие девы, правда, завершить какое-то долго тянущееся дело, может быть, или какие-то обстоятельства, которые все никак не приходили к какому-либо знаменателю. И может быть это и личная жизнь, но все же есть еще и карта благополучия, денег, поэтому да многое вы тут можете прояснить. И уже после этого, после 13-го аркана мы не оглядываемся назад. Правда, некоторые рокировки ввести или, может быть, подготовить важные документы, которые для вас в последующем будут означать больше уверенности. Как раз о вашей какой-то больше победе или каких-то возможностях, пусть альтернативных, мои дорогие, потому что что-то, правда, придется вам согласовывать. Два короля. Это высокие инстанции или какие-либо важные бумаги, без них как будто не обойтись. Но у вас получится это осуществить. Вы будете более чем рациональны и внимательны. И где надо, будете великими дипломатами. Вот это точно. Какая правда откроется вам? Правда о переезде. Может быть, у кого-то, кстати, стоит на кону вопрос о том, чтобы переехать или переехать очень далеко, перевести буквально имущество. У кого-то могут быть вопросы, связанные по прежнему дуплету и прояснениям, которые мы дополнительно достали карты, связанные с наследством. Вот такое тоже может быть. Или вы будете менять работу, к примеру, с учетом аркана Колесница. Вот, наверное, после 13-го аркана, когда что-то завершается. И ведь Колесница — это когда мы не оглядываемся назад, когда мы полны вперед. Какой-то тягостный, мои дорогие девы, период предыдущий, когда у кого-то из нуля в рогожечку может быть какой-то режим экономии, или когда вы не могли действовать, потому что как зона ограничений. А здесь у вас как окно в мир, как окно к новым возможностям, каким-то вашим, может быть, планом, или вашим честолюбивым, или творческим, но это ведь карта будущего. И нам говорят, не оставляй чего-то на потом. Вот по части, знаете, вашей мечты. Или чего-то такого глобального, более важного для вас, может быть, и духовного, как ваша идея, задумка. По аркану Колесница к нам приходит наш успех. Поэтому к вам приходит буквально или те вопросы, которые касаются исполнения вашей мечты. И еще один этап или один пункт вами пройден. Вы в итоге приближаете то, чего бы вы хотели. Или перемены в вашем качестве жизни, мои дорогие. Что вам нужно знать для этого? Но это всегда как начало, туз пентаклей, или вот это зернышко, которое мы садим в землю, чтобы потом получить прекрасный урожай. Аллегорически, конечно говоря, поэтому вы на что-то решаетесь. Вас уже, видимо, где-то за ноябрь месяц те вопросы, которые были для вас, как камень преткновения, вы их сможете завершить. И словно налегке вы будете уже планировать что-то на будущее. Может быть, у вас буквально решатся вопросы по части личной жизни. В том контексте здесь у каждого по-своему. Ведь обе карты нам говорят о чем? И предыдущие карты. Вы прикладывали к чему-то усилия. Здесь не идет речь о режиме ожидания. С первой карты у нас идет активность. Поэтому активность еще сообразна обстоятельствам или обстановке, мои дорогие, в которой вы находитесь. И меня смотрят люди из разных стран. Ну, здесь как бы не время делать паузу вообще. Как и куй железо, пока горячо. Колесница — это всегда движение. Да, это более активная, более мужская энергия. Но даже если меня смотрят девочки, значит, где-то нужно и быть более как... Ну, как мужчины, они мыслят более рационально. Они не добавляют эмоции во все дела, и поэтому им больше удается. И вы где-то, если будете в таких же энергиях, вы можете как и важные согласования провести, так и договориться, и, по сути дела, уже как фундамент какой-то на будущее заложить. Не вижу смысла дополнять именно этот дуплет. Давайте пойдем дальше и узнаем, что же будет меняться.
Карта Иерофанта, отчасти это ваша карта. Это вы любите надежность, вы сами люди надежные, вы хотите что-то сделать, может быть, и по закону. Безусловно, карта Иерофант – это карта традиций. Иногда проходит бракосочетание, венчание, мои дорогие. У кого-то это касается отношений. У нас выпадал король кубков, и, может быть, были какие-то препоны, когда вы с вашим человеком были на расстоянии. И теперь, скорее всего, будет встреча, а для кого-то буквально уже планирование более серьезное ваших последующих действий и оформления у кого-то отношений. Эта карта, конечно, все то, что связано именно, когда мы делаем по закону, ну вот по части отношений мы их оформляем, и поэтому я могу допустить, все же мы все разные, у кого-то и бракоразводный процесс может тоже пройти. Но, мои дорогие девы, значит, это тоже что-то было, что как в затянутом варианте вас обрадует завершение. Или, словно финал уже вот-вот близок. Сама по себе карта стабильности, но это еще карта учителя и ученика. И вы можете находиться в любом из положений, которые показаны на карте. С одной стороны, мы всегда учимся. И, видимо, обстановка меняется, кому-то придется учить язык, кому-то, может быть, определяться с работой или сферой занятости. Мои дорогие девы, если вы принадлежите к преподавательскому составу, что меняется? Вам могут предложить должность. Я не исключаю, что и другим, кто из вас делает карьеру, здесь тоже могут предложить должность. Тогда это вы будете менять статус. Или в какой-то другой сфере, предположим, личной жизни, смена статуса тоже может произойти. Но это как будто все для надежности, для вашей уверенности. Может быть, или другие какие-либо важные оформления, но вы расставляете все по местам, и дальше легче идти. Именно потому, что какая-то прежняя ситуация, история не давлеет над вами. Больше уверенности, надежности для вас как и в дне сегодняшнем, так и в завтрашнем. Как это изменит вас. И есть какие-то контакты, которые у вас продолжатся. Возможно, вот этот Уран в Тельце, о котором я говорила до карт, вы еще что-то будете либо согласовывать, либо с кем-то договариваться. Или учиться взаимодействовать с некоторыми людьми. Может быть, есть еще какие-то вопросы, которые и из прошлого вам придется продолжать. Но впереди у нас Иерофант. И банально по двойке пентаклей вы можете, по крайней мере, начать продумывать вопросы собственного имиджа. Потому что если меняется статус, как будто необходимо соответствовать. Необходимо правильно взаимодействовать. Двойка пентаклей – это еще карта взаимодействия. И если мы спросили, как это вас меняет, а вы понимаете, что встречают по одежке, и, может быть, мои дорогие девы, вам захочется сломать чей-то стереотип, шаблон о вас, как будто это необходимо. И это будет побудительным мотивом к тому, чтобы, произвести некоторую рокировку, как вас люди воспринимают, или буквально сломать чей-то шаблон. Давайте мы спросим знаки судьбы. Знаки судьбы или подсказка высших сил. Удели внимание своей личной жизни. Высшие силы также говорят, что ситуация выбора у вас будет. И в этой колоде этот аркан говорит все-таки больше о личной жизни и о каких-то узах. Больше бы сказала, что сепарация только иллюзия, потому что словно перевязаны красной лентой руки наших людей, которые изображены на карте мужчина и женщина. Поэтому какой-то союз должен быть продолжен. И неважно, чего это касается, у кого-то работы, а у кого-то буквально личной жизни. Я все же открою, какие возможности перед вами появляются. Нет смысла, я просто к тому, что, посмотрите, у вас очень хорошие старшие арканы. Конечно, у каждого проиграется в своей сфере жизни. Поэтому дополнительные карты не вижу смысла дотягивать. И по карте сила, это ваша сила, энергетика, как у мага. И если мы спросили, какие возможности открываются, вы сами открываете эти возможности. Если где-то степень активность свою
проявляете сообразно обстановке, обстоятельствам, не отказывайтесь от того, что приходит на ваш порог, рассматриваете любые предложения, сами проявляете активность, тогда ваша значимость, она возрастает. Тогда удивительно благоприятный момент для себя что-то сделать очень хорошо. И если по аркану влюбленные, подсказки высших сил, знаете, здесь не на разъединение, и неважно в какой сфере, происходят вот у вас какие-то метаморфозы, скорее объединение каких-то усилий. Это считайте как подсказка. Причем это ведь старший аркан, и значит обстоятельства именно на вас так действуют, что скорее нужно что-то продолжать или в каком-то контексте, пусть очень в узком фарватере, но вам словно нужно, мои дорогие, согласиться, нежели кому-то сказать «нет». И рядом карта сила. Сила – это диалог, отнюдь не монолог. По аркану сила, хоть и изображен нам бык, а человек сильный пытается его удержать. Просто в этой колоде обычно лев прорисован, а здесь бык. Это прообраз нашего эго, это наше где-то несогласие, это наша точка зрения, которая рвется наружу, ну, где-то необузданно. А нам придется на свои эмоции одевать короткий поводок, иначе мы себе повредим или конкретно упустим какую-то возможность. У кого-то могут быть по части, к примеру, купли-продажи недвижимости вопросы, и тогда, мои дорогие девы, правда, от чего-то не отказаться. Может быть, подвинуться в цене. К примеру, я такое вполне могу допускать. Еще и аркан сила – это некоторый компромисс, на который мы сознательно идем, потому что бонусов для вас больше, нежели чего-то со знаком минус. Правда, в ноябре у вас решается что-то очень положительно. Но, повторюсь, ни одна карта нам не сказала, что вы сидите и чего-то ждете. Поэтому ваша активность, ваша правильная оценка ситуации. И когда вы все перекладываете, как то или иное событие может помочь мне. Вот такой вопрос. Давайте совет откроем. Ну, правда, тут никакой паузе речь не идет. Еще один старший аркан. Прекрасные, кстати, арканы говорят. Держи руку на пульсе, ку железо пока горячо. Когда выпадает колесо фортуны, и нам всегда говорят, что промедление иногда, ну, вот как во всемирно известной пословице, смерти подобно. И это со знаком плюс, потому что если вы что-то отложите на потом, сейчас благоприятный момент, а завтра его не будет. Мы часто думаем, что нет, надо сначала все обдумать, а потом действовать. А тем не менее наше сознание принимает, мозг принимает решение за считанные секунды, а вот думать мы можем месяцами. Поэтому есть какая-то тема, продумать ее надо. Но вот как будто время у вас будет ограничено. Потому что ухватить, не упустить вот эту удачу, фортуну. И если мы о колесе фортуны, всегда это круг, который или вращается, или движется. Так вот, движение идет наверх, а потом вниз. Вот сейчас как будто колесо вашей истории, колесо вашей судьбы идет верхнее положение, наиболее максимально, которое находится на вершине. Или это для вас возможность для себя что-то сделать, ну просто отлично, мои дорогие девы. И это отнюдь не с разрушением, а с какими-то договоренностями, компромиссами, согласиями, адаптацией себя самого или организацией своей жизни. И это вам будет помогать. Но если вы упустите этот хороший момент, или где-то будете больше настаивать на своем, вы этот момент потеряете. Но неизбежно колесо фортуны, как совет карта, говорит, помни, что сначала идет наверх обод этого колеса, а потом неизбежно пойдет вниз. Поэтому не упусти время. Будьте чувствительны как и к внешней обстановке, так и к новостям, так и к людям, которые пытаются вернуться в вашу жизнь. Даже если они вам не очень лицеприятны. Но кто знает, для чего-то, помните, в вашу жизнь человек возвращается. Или те или иные отношения. Какое-то блестящее будущее у вас может быть. А кто знает, даже ведь наша жизнь полна метаморфоз. И иногда те люди,
с которыми у нас прежде не выстроился диалог, каким-то образом возвращаются и порой даже нам помогают. Будьте внимательны, мои дорогие девы, я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.